Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак, и сегодня разберем настройку лазерного 3D уровня на примере Кайтиан 3D. Для разборки прибора нам понадобится снять эту клавиатуру мембранную и открутить 4 болтика. Давайте его разберем. Отвертки, кстати, использую из набора WorkPro. Обзор на набор инструментов можете посмотреть по ссылке в правом углу. Хорошие отвертки на самом деле. Клавиатура вот имеет такой вид, шлейфа никакого нет, просто касается кнопок. И раскладываем прибор на две половинки. Стараемся разложить аккуратненько. И снимаем ту часть, на которой нет никаких проводов. Вот таким образом выглядит Кайтиан в разборном виде. И в принципе здесь становится понятно, где какие юстировочные болты находятся. Значит, это первый поперечный юстировочный винт всего маятника. И вот здесь, если вам видно, второй такой же шестигранный винт продольного смещения маятника. Подобраться к нему сложно, с этой стороны шестигранником будет. И поэтому подкручивается он через батарейный отсек. Вот таким образом можно немножко отодвинуть корпус, вторую часть. И мы получаем свободный доступ через это отверстие к шестиграннику. То есть вы берете шестигранничек и через это отверстие получаете доступ к этому юстировочному винту. Это два основных юстировочных винта, которые регулируют положение маятника всего. То есть если у вас плоскости сбиты все соосно, то в принципе регулировка этих двух винтов можно все исправить. Так, ну давайте обо всем по порядку. Также здесь есть еще другие юстировочные винты. Это вот эти маленькие шестиграннички на каждом из излучателей. Они, соответственно, регулируют отдельную плоскость от остальных. Да, друзья, но сразу хочу предупредить, настройка именно по отдельности вот этих излучателей. Это очень на самом деле тонкая настройка и довольно-таки сложная и кропотливая. Но, тем не менее, исправить ситуацию можно. Так, ну давайте по порядку посмотрим, в каких ситуациях что и когда крутить. Первая ситуация. Завал всей плоскости. Соосный завал всей плоскости. И горизонтальный, и вертикальный. Тут главное воображение представить, когда вы по точке прогоняете все стороны плоскости, необходимо правильно представить, в какую сторону наклонена у вас плоскость. Для того, чтобы крутить нужные юстировочные винты и в нужном направлении. То есть представим, что вся плоскость, вот эта 360 градусов, у нас наклонена сюда. При прогоне точки мы это выяснили, что она наклонена у нас так. И, соответственно, также у нас отклонена вертикаль. То есть две плоскости у нас сбиты соосно. Сейчас третью плоскость мы в расчет вообще не берем, ее будем проверять вообще отдельно. То, соответственно, чтобы нам выровнять эту плоскость, нам нужно выставить маятник в правильное исходное положение. То есть вот так стоит у нас нивелир, так стоит у нас горизонтальная плоскость туда, и вот вертикально у нас стоит вот такой крест получается лазерный. Соответственно, эту плоскость нам надо наклонить в эту сторону. Для этого мы будем использовать вот этот поперечный юстировочный винт. Чтобы завалить нам всю плоскость в эту сторону, нам, соответственно, нужно этот винт выкрутить. Он начнет создавать с этой стороны больше давления и наклонит маятник в ту сторону. Соответственно, плоскость вся выровняется. И также одновременно с горизонтальной плоскостью у вас выровняется вертикальная плоскость. Это при соосном смещении. Это довольно простой вариант настройки, никаких особых навыков тут не требуется, может справиться любой человек. Давайте рассмотрим следующий вариант. Следующий вариант посложнее, это когда сбита у вас только одна горизонтальная плоскость. Две вертикали показывают у вас хорошо. То есть получается, что настраивать нужно отдельный излучатель. Как я и говорил, настройка отдельного излучателя выполняется вот этими юстировочными болтами со всех четырех сторон вот этого цилиндра, в котором находится стержень излучателя. Для этой настройки уже потребуется снимать вторую часть корпуса и очень аккуратно настраивать плоскость. Соответственно, тут также важно воображение представить, куда именно наклонена плоскость, и тогда вы сразу поймете, как нужно выставить стержень этими болтами, чтобы плоскость стала показывать прямо. Вот так у нас светит нивелир, у нас один горизонт завален в одну сторону. Соответственно, сам стержень стоит немножко вот так вот, криво. Его нужно выровнять. Для этого нам нужно расслабить один болтик верхний и расслабить с этой стороны болтик нижний. Затянуть с этой стороны нижний болтик и затянуть с этой стороны верхний болтик. Соответственно, таким образом стержень у вас выровняется и плоскость будет показывать верно. Но еще раз напоминаю, эта настройка очень тонкая, очень кропотливая, поэтому крутить там требуется очень и очень аккуратно. Такая настройка будет применима ко всем и другим излучателям. Настройка будет идентичная. Самое главное правильно представить воображение, как проходит плоскость, какой имеет наклон, уклон, в какую сторону. И тогда сразу станет понятно, какие винты крутить. Давайте разберем следующую ситуацию. Дальше, в принципе, все то же самое, только с вертикалями. Если одна вертикаль у вас завалилась, то рассматриваем настройку отдельного излучателя на примере горизонтального излучателя. Если, опять же, это соосное смещение, то используем эти два винта юстировочных, поперечного и продольного смещения. Вся эта схема также применима ко всем другим 3D лазерным уровням. Принципиально какого-то отличия нет. Механизм примерно один и тот же. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. Пока-пока.